Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о великом историческом эпосе кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я рассказывал вам о том, как создавался этот эпос, кто его выдающиеся сказители, кто начал первым его изучать на научной основе, какова была судьба этого произведения. Теперь я хотел бы еще в своих будущих передачах сейчас начать рассказ о самом кыргызском народе. Ведь недаром говорится, что великого человека может родить только великий народ. То же самое можно отнести и к великим произведениям искусства. Ни для кого не секрет, что Манас является величайшим памятником истории не только кыргызов, но и всего человечества. Недаром эпос был включен в всемирный список нематериального наследия ЮНЕСКО. Что касается самого кыргызского народа, который создал такой шедевр, то кыргызы являются одним из самых древних народов Средней Азии, но, может быть, и всего мира. До настоящего времени считалось, что история кыргызов насчитывает 2000 лет. Но последние исследования в китайских архивах показало, что первые упоминания кыргызов датируются периодом 3000 лет. И чтобы более глубоко изучить нашу историю, президентом Кыргызской республики Садыром Джапаровым буквально на прошлой неделе нашему фонду МУРАС по изучению исторического наследия кыргызского народа было выделено денежные средства для того, чтобы они изучили эти китайские архивы и провели работу по его переводу на кыргызский язык, на другие языки мира. Во время Советского Союза, вплоть до его развала, всем нам во всех уровнях преподавалась гипотеза о том, что кыргызы были темным, невежественным народом, занимались только скотоводством, никогда не имели ни своей письменной культуры, ни государства. Пришли, русские в 1917 году и открыли им глаза, приобщили к цивилизации. Но только после обретения независимости Кыргызстаном начались серьезные исследования в этой области, и выяснилось, что кыргызы не такие уж невежественные, темные люди. Надо сказать, что еще в годы Советского Союза было известно о великом кыргызском каганате, что, в общем, в VII-VIII веках в районах теперешней Сибири и Енисея. И этот каганат включал в себя обширные территории Восточной Сибири. Ну а после обретения уже независимости получила широкое распространение история о том, что именно
в наших краях была разбита великая армия древнеперсидского царя Кира II. Но вы, наверное, из истории мира древних веков знаете, что в свое время Персидская империя была самой могущественной державой, сравнимой с мощью и по своей роли в истории, как современные Соединенные Штаты Америки. Ну, представьте, кто может противостоять Соединенным Штатам, тем более победителю? Только государство, которое не менее них сильное, как в экономическом, так и в военном плане. Вот так вот представьте, что такую же могущественную державу в свое время, как Персия, наши предки, значит, около нашего кыргызского города Токмака разбили на голову персидские войска и остановили их дальнейшую экспансию на восток. И во главе этой армии стояла полководец Томирис. То есть все эти утверждения о том, что в древние века флота присоединения к России, до установления советской власти, кыргызы были невежественным, слабым народом, опровергается вот этими двумя фактами. Ну, об этом я еще расскажу в дальнейших своих передачах более подробно. А сейчас мне позвольте читать дальше свой роман. Избитые ребята еле встали с места. Зажарили из мяса ягненка шашлык, они уныло съели его. Пока они кушали, монах согнал всех ягнят в одну отару. «Ты что сделал, господин?» — с дрожью в голосе спросил Айнакул. «Как теперь возвратимся в Аил? Пока обратно разведем ягнят, будет уже за полночь». «Зачем идти в Аил?» — буркнул монах. «Собрались 6 ребят. Заночуем здесь и будем играть в мальчики». От страха ребята не посмели перечить ему. Начав игру, они даже не заметили, как наступил вечер. В полночь мальчика зарезали еще одного ягненка. Зажарив снова из него шашлык, вдоволь наевшись, ребята повалились на землю и сразу захрапели. А монах не стал спать и всю ночь сторожил ягнят. Когда забрежило утро, он зарезал еще одного ягненка и разбудил ребят. «Вставайте, не воняйте!» — весело крикнул монах. «Завтра будем голодными. Я зарезал еще одного ягненка. Быстрее его зажарьте». Не выслушавшиеся ребята, качаясь, стали выполнять приказ своего нового господина. Тем временем Ошпур, устав ждать отару, очень расстроился. «Куда подевались мои ягнята?» — горевал он. «Как бы сын богача Жакова не доконал меня, где мне его теперь искать?» Опечаленный тем, что на его голову свалилась неожиданная забота, Ошпур сел на коня и отправился на поиск пастуха и ягнят. Объездив все ущелья, он нигде не нашел их. В это время из-за ребят Аил Саламата тоже переполошился и провел бессонную ночь. Что стало с 4 ребятами? Вообще, живы ли они? Видимо, дети заблудились. Наверное, волки истребили изрядное количество ягнят, говорили одни. Другие им вторили. Возможно, что так и произошло. Скотина – дело наживное, а дети – нет. Лишь бы нам их живыми найти. Умоляя Всевышнего о помощи, сельчане со вчерашнего вечера отправились на поиск. Обойдя все овраги, ложбины, они достигли ущелья Алмалу.
Зайдя на невысокий зеленый холм, сельчане издалека увидели, что их ягнят в долине уничтожает 6 волков. Бог нас покарал, переполошили сельчане. Если ягнят терзает волк, почему негодные мальчишки не отгоняют их? Они с разных сторон бросились на выручку к ягнятам. С противоположной стороны шум подняли подоспевших Кадуба и Ошпур. Когда все с криками подскакали к отаре, там не оказалось не то что волков, но даже камня. Вокруг никого не было, кроме ребят. Пришедшие были поражены увиденным и стали допрашивать детей. Почему вы не поехали в Аир и переночевали здесь? Мы не виноваты, стал оправдываться Айнакун, вытаращив испуганные глаза. Во всем виноват слуга Ошпура. Он избил нас, зарезал 3 ягнят, не отпустил домой и сказал, что заночуем здесь. Среднего роста, смуглый, мускулистый Саламат остался недоволен его ответами, покачал головой. Правду говорят ребята или нет, чтобы проверить это, разделите ягнят и пересчитайте их, приказал он. Когда сельчане произвели пересчет, все ягнята оказались на месте. Саламат, еще больше пораженно, обратился к Ошпуру. Ты тоже пересчитай свою отару. Кадуба и Ошпур исполнили его просьбу, после чего сообщили о целости ягнят. Одетый в красный верблюжий халат, коричневые брюки, красные сапоги Саламат, оглаживая сидеющую бороду, задумчиво обратился к односельчанам. Мальчишки соврали, сказав, что слуга Ошпура зарезал ягнят. Но мы тоже сами себе стали обманщиками. Своими глазами увидев, как ягнят истребляют волки, мы поспешно пришли на помощь. Но кроме 6 ребят никого не обнаружили. Правду говоришь, Павел, поддержал его Ошпур. Мы также видели 6 волков. В свое время узнаем разгадку этой тайны, подвел итог Саламат. А теперь возблагодарим Бога за то, что ягнят с ребятами остались живы и вернемся в Аир. После этого, разделив отар, он с односельчанами вернулся к себе. Ошпур, удивленный не меньше них этими событиями, тоже решил возвратиться домой. Но в это время к нему верхом прискакал калмак Баянчор. Хорошего ты нашел слугу, набросился он на Ошпура. Всего лишь 9 лет, пацан, но гореть ему в аду. Он свалил меня с лошади, забрал мой пояс, огниво и нож. Если все обратно не отдашь, я тебя накажу. Успокойся, взмолился Ошпур. Если слуга отобрал у тебя то, о чем ты говоришь, я их тебе верну. Ладно, если не отдашь, не обижайся на меня. Перепуганный, дрожащим от страха телом Ошпур в сопровождении калмака подошел к Манасу. «Эй, сынок, что наделал?» — сердито крикнул на него пастух. «Нет еще 8 дней, как ты начал прислуживать мне, а уже затеял ссору?» «А что такое я сделал?» — безмятежно спросил Манас. «Ты избил этого 74-летнего калмака, порвал его пояс, отобрал огниво и нож. Если ты взял это в шутку, отдай обратно. Если у тебя такой норов, я тебя накажу. Немедленно верни все обратно». «Бай!» — сердито посмотрел на Ошпура Манас. «Я вчера взял перечисленный тобой не просто так, а в качестве новой добычи». «Что? Какая добыча? Ты что, воевал с этим стариком? Добычу берут на войне, идиот!» «Да, мы с ним вчера воевали», — угрюмо ответил мальчик. «Я вчера у него спросил огниво. Он меня обматерил. Разве это не объявление войны? Поэтому я его избил и забрал вещи». «Не болтай много и верни все Баянчору!» — крикнул от злости Ошпур, удар об землю плетку. «Ты прекрасно знаешь, что добычу никто никогда не возвращает». Манас тоже потихоньку начал злиться. «Я понимаю, старик опирается на старика, но я ему добычу не отдам, потому что все подарил ребятам. Если возьму их обратно, это для меня будет равнозначно смерти». «Ты!» — гневно сжал кулаки Ошпур.
Я понял твою мысль, бай, хмуро прервал его слова мальчик. Если прикажешь возвратить добычу, я подниму скандал, убью баянчора и полностью заплачу за него выкуп. Когда монах со злостью подбежал к нему, калмак не выдержал его свирепого вида и с перепугу скакал на лошади. Мальчик погнался за ним, но не смог догнать конного пешим. Ошпор, увидев это, смертельно побледнел, и сердце у него испуганно сжалось. Это что за конченый мальчик, с ужасом подумал пастух. Если он, не успев прийти, вытворяет такое, что будет потом? Видать, Яков прислал его, чтобы извести меня. Надо немедленно поехать к нему, рассказать обо всем и навсегда избавиться от негодного мальчика, чтобы обрести покой. Притворяя свое решение в жизнь, Ошпор на следующий день в спешке, с колотящимся от волнения сердцем, непрерывно погоняя лошадь, достиг аила Жакова. «Бай», – плаксиво сказал он, – «твой сын делает, что хочет. Я бедный человек, который пасет ваших овец, ничего не может сказать сыну хозяина. Но если я буду молчать и дам волю твоему мальчику, он скоро полностью истребит твоих ягнят и овец. Он уже сейчас начал ссориться с калмаками. Лучше быть от греха подальше. Заберите своего сына обратно. Иначе в течение ближайших дней вы услышите весть о том, что Аксакал Ошпор умер». «Проклятие!» – невольно вырвался Жак. «Не ведет себя спокойно, дерется с калмаками. Того, гляди, сын полностью уничтожит мой скот. Подлец!» Услышав слова мужа, Чирда застыла на месте. «Что этот безумный старик болтает?» – гневно подумала она. Вместо того, чтобы пожалеть единственного сына, он сокрушается о скотине. «Нет, старик, если тебе ребенок не нужен, он мне нужен. Я все твое богатство не сравню с мизинцем Манаса». Оскорбленная за сына, Чирда после ухода Ошпора набросилась на Жака. «Ты что за идиот? Какой ты бессердечный человек, что заставляешь Манаса пасти ягнят в чистом поле, в пустынной местности». «Эй, почему ты орешь на меня?» – поразился Жак. «Ведь ребенка мы вместе отдали Ошпору, решили, чтобы он закалился и стал человеком». «Да, мы так договорились», – не сдавалась Чирда. «Но я не говорила, чтобы ты убил Манаса и избавил меня от него. Думала, что твой невоспитанный ребенок придет в себя и степенится. Не остановился, не остепенился. Ты права, старуха. Что ты мне предлагаешь теперь делать? Ты что, никак не можешь избавиться от своего чада? Немедленно привези его обратно домой. Избавь его от поганых калмаков. Я не позволю сыну невинно страдать», – разбушевалась она. «Ладно, старуха», – тяжело вздохнул Жак. «Я завтра же привезу Манаса обратно и в целости сохранности сдам в твои руки». На следующий день, взяв с собой жеребенка сына, Жак поехал к Ошпору. Сначала он хотел как следует ругать ребенка, но потом передумал. «Манас очень избалован и упрям», – подумал Жак. «Если разозлю упрямца, который не отступает от своего, он откажется возвратиться домой. Тогда мне придет конец. Если Манас вчера одного калмака избил, завтра другого побил. Разозленные калмаки могут все мое имущество, нажитое за столько лет, разграбить за один день. Превратят меня на старших лет в голодранца, а Манаса могут убить. Не доводя до этого, поговорю с сыном мягко. Обману его, сдам в руки матери Ваили. Если Манас вздумается кого-то избить, ограбить, пускай это делают наши Маили, не превращая меня в легкую добычу для калмаков». Из этих соображений Жак поздоровался с Манасом, как ни в чем не бывало. «Сынок», – ласково сказал он, – «я думал, что ты будешь мне опорой, зарабатывать деньги, умножать мое богатство. Но ты не оправдал мое доверие». «Почему?» – не понимаешь, посмотрел на отца Манас. «Ошпор приказал тебе почти ягнят, а ты отказался». «Враки», – резко ответил Манас. «Я каждый день Чигабаем пас ягнят. Если не верите, спросите у него или у Кадабая. За одну ночь ты зарезал 3 ягнят». Вопросительно посмотрел на сына Жак. «Что на это скажешь?»
Возможно, я и зарезал, спокойно ответил Манас. А от этого никто не потерпел ущерба. Ягнят Ошкаря Саламата полностью целы. Почему ты избил старого калмака? Спросил Жак, разозленный тем, что сын сходу дает ответы на все вопросы. Он разозлился и задумал против меня злое. Да, это правда, что я его отдубасил, сознался Манас. Но воянтер сам виноват. Я у него спросил огниво, а он меня обматерил. От обиды я проучил его. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я желаю вам всего наилучшего. До свидания, до новых встреч.